Шляпное место у нас в городе, это парковка рядом, на улицах с односторонним движением, и это очень неудобно выходить в забор. У меня уже были конфликты. Вот такие заборчики у нас тут. Причем я писал письмо в администрацию города. О том, что хотелось бы здесь или убрать этот забор полностью, чтобы можно было открывать двери не в забор, а просто в лес выходить, так скажем. Либо надо было им вот этот тротуар вот здесь вот чуть поуже делать. Хотя с другой стороны там с крыши снег тоже падает. В общем, как-то все через пятую точку. Двор, где я вырос. Бредово. Здесь Артемыч Карманов, Егор Соловьев жили. Здесь Сашка Буркачева, Сашка Кочева, Стас Смирнов, Оля Смирнова, Бредово 6. Вот тут дом стоял вот так. Это площадка детская, на которой мы играли. На этой штуке мы сидели все время. Здесь стояла детская горка. Это береза, у которой мы постоянно тусили. Она меня с детства помнит, эта береза. Такая толстенная стала, старая уже береза. Здесь был конский щавель, такие заросли. Мы здесь играли в индейцев. Сейчас тут стоянка. Вот так вот. На детской площадке деревья проросли. Достаточно большие. Вот эту елку я тоже помню. Мой дом стоял вот здесь. Здесь была баня, большая такая труба, с которой мы смолу колупали. Баню сейчас разобрали уже. Здесь такая фигня была большая. Вот это вот остаток фундамента от моего дома. Мой подъезд выходил прямо сюда, вот на колодец. Машину папа наверху ставил. Все в прошлом. Здесь мы играли в домики, когда были мелкие. Здесь мы порядок наводили. Это был наш двор. Круто было, классное время. Здесь Юрчика Конарева кошки похоронены под этим столбом. А там мы делали горку, где бетонные плиты сейчас лежат. И оттуда в детстве с горки катались на санках. Здесь была такая дорога. Сюда спуск, и между домом и вот этой бетонкой можно было заехать на машине, припарковать. Здесь у нас стоял старый форт. Из крыши дома снег упал, я помню, разбил стекло. Здесь я сжег стартер, машина стояла наверху. Вот так вот ставил папа машину туда, к дому, под окна. И я что-то переключал, там сидел, хотел габариты включить. И включил стартер нечаянно. Машина стояла на передаче. Она уперлась в кирпичи, и стартер сгорел. Администрация сказали мне на этом собрании, что денег у них нету. Понятное дело, потому что здесь столбы надо будет осветительные переносить. Хотя с другой стороны, убрать забор и сделать кармашки здесь, я не вижу большой сложности. Может быть, я ошибаюсь. Как-то меня это, раздражает тут. Че не коснись. Мое утро каждый день начинается с говна и мочи. Не в том смысле, что я утром справляю нужду, а в том смысле, что собачники выгуливают собак под мой забор, под мои окна. И я иду до машины в каждый день с говном. Я этим собачникам открываю окно, кричу с облегчением, говорят спасибо. И дальше продолжают этим заниматься. Меня это бесит. Особенно летом, когда идет дождь, и у нас по центру дороги, где можно идти, у нас лужа дождевой воды, а вдоль забора, хочется матом сказать, говна кучи лежат, такие с дрестотой. И ты, либо по луже, либо по говну, у тебя выбора нет. Да? Чё? Здесь стояла пивнушка, такая пивнушка. Там в окошечке пивасик продавали. И всякие, алкашня всякая. А здесь где-то еще телефонная будка висела. Это таксофон или, не помню, то ли тут.
не суть. И, в общем, мы бегали, нарывались на этих алкашей. Они бегали, орали там сумасшедшие. Вокруг этого дома тоже много бегано, в войнушки тут играли, там перестрелки всякие. Прикольно. Наша новая достопримечательность. Улица со светодиодными фонарями. Ну, прикольно. Прикольно смотрится. Красиво. Приятно, комфортно. Дай бог, чтобы не разломали всякие дебилы. Мне нравится, как слово «дебилы» говорит Гоблин. Малолетние дебилы. Как дебил. Дебил. Каждый дебил должен хотя бы попытаться сделать этот мир, ну, хоть чуточку лучше. Здесь я не помню, что было. Какие-то мусорки, что-то такое. Здесь стояли мусорные баки. Отсюда мусор вывозили. Здесь Чопик, наш пес, порезал ногу себе сильно. В нашем доме еще жил Олегович Соколов, сосед наш. Вот, а больше с нашего дома никого из ребят не помню. Ну, Юрий Конарев, само собой, в соседнем подъезде. А с этого дома я помню лица, но не помню, как зовут. Сколько это прошло? Больше 20 лет. Да 25 лет, наверное, где-то прошло. Сегодня мороз, минус 13.